Приветствую, дамы и господа, и сегодня у нас Гриффит, последним на данный момент творение Миядзаки Куна под названием Elden Ring. Начинаю я, разумеется, с создания персонажа. Конечно же, я выбрал класс заключенного. На само создание персонажа у меня ушло около 20 минут. И получилось, на мой взгляд, довольно неплохо. Если кому интересно, слайдеры вы найдете в описании под видео. В качестве же начального дара я, естественно, взял золотое семечко. Завершаю создание персонажа и сразу же после спавна снимаю с себя лишние шмотки. А затем быстренько пробегаю все начальные локации и попадаю в Лимгрейв. Я решил сразу же пойти в сторону замка Грозовой Завесы, для того, чтобы, во-первых, получить лошадь для передвижения в этом огромном мире, а во-вторых, умереть от Маргита, для того, чтобы попасть в крепость Круглого Стола. Тут я купил первое и последнее оружие в этом прохождении, обычный скимитар. К сожалению, в Elden Ring абсолютно нет подходящих под билд Гриффита изогнутых мечей или сабель, а поэтому это единственный доступный вариант. Изначально мне казалось, что гонять всю игру с одним и тем же оружием будет невероятно скучно. Но потом я вспомнил, что в этой игре почти у любого оружия можно менять пепел войны, чем я и буду заниматься всю игру. Теперь необходимо тщательно пропылесосить весь Лимгрейв. Самое главное — это насобирать как можно больше семечек и слез для прокачки фляги. Но для начала я решил зачистить данж и пособирать камней для заточки, а также убил местного босса-тролля. Тут же неподалеку я разобрался с драконом, за что получил неплохое количество душ. А далее я отправился на плачущий полуостров. Тут я встретил босса под названием Воплощение Древа Эрт и убил его. С него дропнулись две очень полезные слезы для суперфляги. А далее я пошел в замок Морн. Собирая всякий мусор и двигаясь вперед, я добрался до бастарда Леонина и убил его. С 14-го трая. После этого я обратно вернулся в Лимгрейв и отправился уже на восток, в сторону Кейлида. По пути я спас Александра, а чуть далее убил лодочника Тибию, а затем, спустившись вниз, забрал суперфлягу, а также еще одну слезу для прокачки обычной фляги. После этого я направился в Кейлид. Оплошав на боссе с названием «Гнилостное воплощение», который подозрительно напоминает демона прибежища, я был раздавлен его жопой. Но потом отправился в Форт Фарет, где забрал талисман Радагона от боли. После чего меня ожидало 15 увлекательнейших минут убийства дракона ради получения кучи рун для прокачки. После убийства дракона я решил забрать первый важный талисман для этого билда — эмблема с крылатым мечом. Чтобы его получить, необходимо обойти замок Грозовой Завесы сбоку и, попав в озерную Лиурню, пройти данж, который расположен буквально в самом начале этой локации, и убить в нем рыцаря чистой гнили, за что в награду с него дропнется нужный талисман. Вот теперь я наконец-то отправился в замок Грозовой Завесы. Убиваем Маргита, который преграждает нам проход. А затем, обходными путями, я попал в сам замок. И, пробираясь сквозь толпы врагов, я добрался до первого костра. В этот момент я решил наконец-то обзавестись первыми доспехами. И мой выбор изначально пал на сет изгнанника. А это значит, что меня ждет очередной увлекательнейший час однотипного фарма каждого элемента этого сета. Но, к сожалению, когда я выбил все его части, я обнаружил, что он полное говно и выглядит убого. Поэтому я решил попробовать другую броню, а именно сет Бернала, ведь у него довольно симпатичный плащ.
Но когда я заполучил и эти доспехи, я обнаружил, что и они абсолютно не подходят. Поэтому мой окончательный выбор выглядит так. Обычный доспех рыцаря, который покупается в хабе, кожаные перчатки с ленного тела лоскутика, а также штаны с кожаными сапогами и стандартная одежда класса заключенного. В таком виде я прохожу половину игры. Ну ладно, можно дальше продолжать прохождение локации. Добравшись до помещения с кучей трупов, я встретил превращенного отпрыска, которого с трудом, но убил. А в соседнем помещении я забрал куколку на память для получения золотой семечки от Родерики, а также открыл тут шорткат. Затем, двигаясь вперед и собирая по пути полезные предметы, я добрался до очередного костра, после чего я отправился убивать Годрика. Приятный босс, отлетел он с первого трая. С него дропнулась первая великая руна, которую я затем восстановил и экипировал. А далее наш путь лежит в озерную Лиурнию. На своем пути я встретил разведчицу Раю, ну и решил помочь даме в беде. Конечно же, не из-за доброты душевной, а потому что она мне еще пригодится. Для этого я отправился к любителю креветок и выкупил у него ожерелье за 1000 душ, а затем вернул его Рае. Далее я отправился в пещеру на северо-востоке, зачистив которую, я получил кучу камней для заточки и колокольную сферу, чтобы эти самые камни можно было свободно покупать. Далее я решил разобраться с драконом, который охраняет ключ от Академии. Можно, конечно, забить на него хуй и просто забрать ключ, но лишние души никогда не помешают. Убил я его только раз седьмого, ибо каждый раз я дох от его огня. Ну а затем забрал, собственно, сам ключ и отправился в Академию. Поднявшись на лифте и зайдя в саму Академию, я открыл костер. После чего, пробираясь сквозь кладбище и мошоночных сосальщиков, я дошел до своеобразного лифта, на котором я, естественно, поднялся наверх, где я открыл еще один костер. После этого, поднявшись по лестнице, терпя сотни прожектайлов, я разобрался с алым волком Эродагона. Умер он где-то секунд за 20. Поднявшись по сломанной лестнице, мой путь преградил некий корианский рыцарь. Ну и, естественно, я убил его. А также открыл тут неподалеку шорткат. После чего я отправился убивать Риналу. В первой фазе это что-то типа Дьяконов глубин из Dark Souls 3. Ничего сложного. А во второй фазе нас встречает, наверное, одна из самых красивых арен в серии Souls. Которая, кстати, мне почему-то напоминает арену Ром из Bloodborne. Но вот только, к сожалению, Ринала ничего не может мне противопоставить и отлетает за 30 секунд. После такого поражения у нее натурально съехала кукуха. Ну а я, получив еще одну великую руну, отправляюсь на плато Альтус. И тут есть два пути. Первое, это найти две части медальона и просто подняться на лифте, либо же пройти довольно большой многоуровневый данж. Я, естественно, выбрал второй вариант, так как это позволит мне чуток подкачаться и залутать кучу камней для заточки. Собственно, кроме этого, делать тут и нечего. Собирая все камни на своем пути, я дошел до конца и убил магмового змея Макара. Он, конечно, поебал мне мозг немного, но отлетел с первой попытки. После чего я наконец-то поднялся на плато Альтус. Стоп. Я же совсем забыл про квест Мелисенты. Возвращаемся в Каэлит. Доходим буквально до самого центра и убиваем командира О'Нила. С него дропается золотая игла. После чего эту самую иглу относим Гоури, чтобы он с ней что-то там нахимичил. Теперь сразу же обновляем локацию перед заходом в главное меню, получаем от него золотую иглу и относим ее Мелисенте в храм чумы. Опять же обновляем локацию, сидя у костра, после чего разговариваем с ней в лачуге Гоури. Все, возвращаемся на плато Альтус.
Это очередная огромная локация для пылесосинга всего, что плохо лежит. Тут я снова встретил Раю, и поговорив с ней, я попал в вулканово поместье. Сюда я, конечно же, еще вернусь, а пока необходимо вернуться назад и облутать все плато. Теперь можно дальше продвинуть квест Мелисенты. Для этого я отправился в Сумеречный замок. Забираем протез Валькирии, ну и раз уж я все равно сюда пришел, стоит убить Элмера из шипов. Выебал мне мозг он, конечно, знатно. Убил я его попытки с 8-й. Так еще из-за него какие-то копейки невероятные дают. Отдаем этот протез Мелисенте, после чего отправляемся к мельницам. И убиваем здесь аристократа божественной кожи. Опять обновляем локацию и, разумеется, убиваем Мелисенту без капли какого-либо сожаления. С нее дропается уже второй важный талисман. Ее протез. Он прекрасно сочетается с эмблемой, так еще и добавляет дополнительные 5 ловкости. Теперь, когда вся локация пропылесошена, вопрос с Мелисентой решен, можно и отправиться в Элейндел. Но проход к столице сторожит драконий страж древа, и мне пришлось потратить около часа на его убийство. Но, к счастью, я все-таки смог его одолеть и попасть в эту столицу. Но, к сожалению, чего-то интересного тут нет. Я просто добежал до очередного костра внизу, поднялся наверх по драконьему крылу, а затем и по дереву. И сразился с золотой проекцией Годфри. Босс довольно приятный и у него очень классный мувсет. За его убийство я получил последний слот под талисманы. Ну а далее меня уже заждался господин Маргот. Узнав, что древо Эрт меня не пропустит, я поговорил с Мелиной у костра, и она мне дала медальон для того, чтобы попасть в снежный биом. Но вместо этого я решил вернуться назад в озерную Лиурню. Для начала я добрался до деревни Альбиноров и забрал первую половинку медальона, а также убил местную пародию на капродемона. А далее я отправился зачищать поместье Кари. После разговора с малюткой Ренни, я наконец-то отправился на вершины великанов. Для начала я пошел в руины Замора, чтобы забрать третью колокольную сферу для покупки камней для заточки. А далее я отправился к замку Соул. На входе до меня доебались двое львов, один из которых, будучи раненым, нападает только когда у первого останется половина хп. Ну надо же, никогда такого не видел. Ну а далее я отправился к боссу этой локации, командиру Найлу. Да, потрахаться с ним пришлось, конечно, знатно, но все-таки с 4-й попытки я все же его одолел. Далее я поднялся на подъемнике и забрал вторую половинку медальона. После этого я вернулся обратно к подъемнику, поднял медальон и попал в священное заснеженное поле. Тут я забрал еще один довольно важный предмет. Колючая треснувшая слеза, увеличивающая урон от последовательных атак, которая тоже стакается со всеми нашими талисманами. А затем я пошел в Ордену, литургический город. Затушив все 4 огня, с прохода спала печать, благодаря чему я смог отправиться к святому древу Микелла, забирать последний сет брони.
После получения брони я обратно вернулся в зимний биом и пошел убивать огненного великана. И сука, как же он меня раздражает. Но это невероятно увлекательное занятие бегать за этой огромной тушей по всей арене и тупо бесконечно носить дамаг. Убил я его со второй попытки. Ну а теперь можно сжечь Мелину ради моей мечты и отправляться в Фарум Азулу. После убийства аристократов из божественной кожи, я вернулся к святому древу Микелы и забрал драконий кузнечный камень, благодаря чему я смог завести скимитар до плюс 25. Ну а затем обратно вернулся в Фарум Азулу. Продвигаясь вперед, я пару раз, разумеется, сфидел, но я смог добраться до очередного костра. А спустившись вниз и пройдя чуть дальше, я убил дракона-инвалида, за что получил еще один драконий камень. После чего я добрался до своеобразной церквушки и открыл в ней костер. Ну а теперь необходимо разобраться с Маликитом, ибо он является преградой на моем пути к мечте. Вот мы и в разрушенном Лейнделе. Правда, мне перед финалом захотелось немножко подкачаться. Да и я убил далеко не всех боссов. А поэтому я решил отправиться для начала в поместье Могвина и убить Мога, ибо за его тушку дают нихуевое количество рун. Для этого я вернулся в священное заснеженное поле, и на западе локации я воспользовался телепортом, благодаря чему попал в поместье Могвина. По пути к босс-файту я собрал все, что плохо лежит, и добрался до овертемного помещения, где до меня доебались двое аристократов крови. Еле оторвавшись от них, я смог активировать костер и отправился убивать Мога. На казуалычах я, кстати, вставил очищающую кристальную слезу в свою суперфлягу. Сам Мог мне невероятно нравится. У него довольно интересный мувсет в первой фазе, и сражение реально захватывает. А во второй фазе уже начинается самая настоящая порка. Убил я его с 4-го трая. И то только потому, что во второй фазе он меня невероятно унижал. Но зато количество рун с его тушки приятно удивляет. Примерно вот такие вот статы и талисманы у меня на данный момент. А теперь я решил убить вообще всех боссов, которых я смог вспомнить.
Ну а теперь я решил убить последнего оставшегося в живых полубога. Для этого я вернулся к святому древу Микеллы. И спустившись сначала по лестнице, а потом и на подъемнике, попал в город Эльфаэль. Еле разобравшись с рыцарем чистой гнили, я активировал костер, после чего, спустившись немного вниз, убил первое гнилостное воплощение в этой локации. Разумеется, ради денег. А затем, чудом не сфидев, я добрался до второго костра и убил уже второе гнилостное воплощение. Ну а затем пошел дальше проходить локацию. Добравшись до очередного здания, я нашел в нем довольно полезный талисман на резист к физическому урону. А затем, спустившись на подъемнике вниз, я попал к корням святого древа Микеллы, где меня уже ожидает... I am Melania, Blade of Mikola. Фух, это было довольно сложно. Но последний гештальт закрыт, а поэтому теперь, когда все основные боссы мертвы, можно уже и заканчивать игру. Возвращаемся в разрушенную пеплом столицу. Уничтожив Гидеона, я повстречал бывшего короля этого междуземья. И это лишь очередная преграда на моем пути к мечте. Он на полном серьезе думает, что сможет меня остановить? Ну вот и все. Я наконец-то смог заполучить свое собственное королевство. Да, пришлось пожертвовать многими товарищами, но я наконец-то смог добиться своей мечты. Вот и все. Игра пройдена. Да, осталось еще DLC, но оно по размеру как отдельная игра. Поэтому я лучше сделаю его в отдельном видео. Да и вообще я уже заебался это монтировать, поэтому потом. Благодарю всех тех, кто досмотрел до конца. И пока.